Привет, друзья, с вами Макс. Я уже в прошлом видео, вот здесь будет ссылка, нет, вот здесь, где-то вот здесь, на прошлое видео, я рассказывал там, что мы с Юлей и с Сабриной, мы собираемся поехать на озеро, и мы покупали для этого, вот в этом видео, мы покупали там снаряжение. Так вот, мы купили снаряжение, и мы приехали в город, который называется Ниш. Город Ниш. И сейчас мы остановились в отеле, причем отель очень прикольный, он такой ресторан и отель, он выглядит как таверна. Как таверна, вот очень похоже вот на это, да, здесь даже такие картины с отсылкой к тавернам. Вот вторая картина здесь еще есть, посмотрите, какая прикольная. Такие таверны в Сербии назывались кафаны. Кафаны. Я не знаю, конкретно это является ли кафаной или нет, но тем не менее это место очень прикольное. Так вот, мы сейчас спустимся вниз, поедим и потом прогуляемся по городу Ниш. Я немножко вам расскажу об этом городе и покажу, что это за город. Ну а в следующем видео мы поедем на озеро, друзья. Вот где-то там находится наша комната. А вот здесь во дворике ресторанчик очень милый, где сейчас мы будем, не знаю, обедать или уже, наверное, ужинать. Или, как мы часто с Юлей говорим, обеда-ужинать. На обеда-ужин у нас кофе, конечно же, греческий салат, потому что здесь вообще Греция недалеко, картошка фри, жареная курица и какие-то овощи и соус. Ну что ж, мы пообедоужинали и сейчас идем смотреть город. У нас всего лишь один вечер, но, насколько я понимаю, мы находимся в центре и основные достопримечательности находятся здесь. Сейчас мы выйдем на пешеходную улицу, и я вам расскажу немножко об этом городе. Вообще этот город долгое время, как и большая часть юга Сербии, наверное, весь юг Сербии принадлежал Турции, Османской империи. И кажется, что вот такие питьевые фонтаны, здесь они называются чесма. Кажется, что такие питьевые фонтаны — это как раз влияние Турции, я так думаю. Но в любом случае они, конечно, выглядят очень интересно. Ниш — это третий город по величине в Сербии. В смысле, по количеству людей, которые здесь живут. Примерно 250 тысяч, по-моему, человек живет в этом городе. Третий город по величине. Белград — столица, Нови Сад, где мы живем сейчас, и Ниш. Это три самых больших города. Мы сейчас идем по пешеходной улице. И здесь приятно, здесь атмосферно, очень атмосферно. Вообще Ниш известен с каких-то древних времен. Здесь еще ходили кельты, они основали здесь какой-то город. Потом это все было частью Римской империи. И самое главное, что в 3 веке нашей эры здесь, в этом городе, родился Константин Великий. Кто такой Константин Великий? Это император византийский, в честь которого назвали город Константинополь. Именно в честь него был назван город. Поэтому здесь, например, аэропорт называется аэропорт Константин Великий, в честь Константина Великого. Я думаю, что не только аэропорт, наверняка здесь есть и памятники Константину, и какие-то еще с ним связанные вещи. В общем, история очень-очень длинная у этого города.
Этот город много страдал в разные войны, и в Первую мировую, и во Вторую мировую. Поэтому вот здесь есть такой памятник борцам за освобождение Ниша. А сейчас мы идем, наверное, к главной достопримечательности. Это крепость. Что делать жарким летом? Конечно, купаться в фонтане. Здесь, рядом с крепостью, красивый парк. И здесь находится очень красивое здание. И что это за здание? Это здание градоначальника. Здесь находится градоначальник города, да, то есть начальник града. Прикольно. Вот смотрите, какой у него дом. Какой дом у градоначальника. Просто класс. Сейчас мы идем по мосту через реку Нишева. Красивая река, горная река. Очень быстротечная река. Видите, быстро течет река. Быстротечная или быстрое течение у реки. Вот здесь какой-то ресторанчик, а там горы. Красивый вид, правда? А здесь можно сидеть, пить кофе или чай, или что покрепче, и смотреть на турецкий хамам. Это турецкая баня. Но я бы предпочел не смотреть на турецкий хамам, а идти в турецкий хамам, потому что я очень люблю баню, хамам, сауну и вообще все, что связано с этими делами. Кстати, в Нише проводится ежегодный джазовый фестиваль, который называется Нишвиль. Нишвиль. Нишвиль! Ладно. Так вот, джазовый фестиваль, и мы с Юлей предполагаем, что он проходит где-то здесь, прямо в крепости. Может быть, даже вот здесь, друзья, может быть, даже вот это является сценой, не знаю. Но в любом случае здесь очень красиво, посмотрите. Розы, каменные постройки, какие-то лесенки, деревья. Выглядит симпатично. Надо только убрать машину из вида. Так лучше. Сейчас мы идем у старой мечети. Это старая мечеть. Давайте я отойду немножко, чтобы вам было лучше видно эту мечеть. И на самом деле мы с Юлей думали, что это крепость, а мы сейчас внутри этой крепости. Мы думали, что она построена турками в период Османской империи, когда это все было частью Османской империи. Но мы ошибались. Мы ошибались. На самом деле эта крепость гораздо древнее. И вот здесь, например, виден кусок улицы, именно улицы, где-то 5-6 век, времен Византии. Представляете, 5-6 век, улица. Давайте по ней пройдем. 21 век, 5 век. 21 век, 5 век. Хо-хо-хо. Просто путешествие во времени, друзья. Это путешествие во времени. Как я люблю такие места, потому что здесь можно почувствовать просто, не знаю, энергетику какую-то древности. Просто посмотрите, 5 век, друзья, 5 век, улица византийского города в 5 веке. Черт побери, это просто нереально. И вот она, мечеть.
Юля, мы уже минут 15 гуляем по крепости. Какие у тебя мысли, какие у тебя ощущения, впечатления? Мне здесь очень нравится. Она довольно необычная. Мы были в крепости в Белграде, в крепости в Нови-Саде, но кажется, что крепость в Нише довольно сильно отличается. Тут есть мечеть, тут есть турецкие бани. Поэтому, действительно, есть что поизучать, посмотреть. Тут даже есть раскопки улицы 5 века. Короче, ребята, я не знаю, вам видно или не видно, но вот там находится высоченная гора, которая своим пиком, своим верхом упирается прямо в облака. Я думаю, что это Старопланина, старая гора. Самая высокая точка, самая высокая гора в Сербии. Я не уверен, но мне так кажется. Но выглядит эпично. А здесь, прямо в крепости, находится такой гигантский, большой амфитеатр со сценой. Может быть, здесь как раз и проходит джазовый фестиваль, я не знаю. Но вот здесь есть такие прикольные места, куда можно пробраться. Но если ты захочешь пробраться туда без билета, то тебя ждут вот такие препятствия. Посмотрите на эту металлическую конструкцию с шипами, с жесткими. В общем, да, лучше туда не перебираться. Лучше купить билет и сесть спокойно внизу. Мы с Юлей еще немножко прогуляемся здесь по крепости, а дальше пойдем в город. Нам нужно пораньше лечь спать, потому что завтра рано утром мы едем на озеро, и мы вам его покажем. Да, Юля? Обязательно покажем. Юля, 2 слова напоследок. Впечатления твои. Мне очень понравилось в крепости, и я просто в восторге от этого вида на горы. Горы просто невероятные, друзья. Обязательно приезжайте в Ниш, сходите в крепость и, погуляйте по центру города, по маленьким красивым улочкам. Всего вам хорошего. Всем пока. Пока.